Представители знака зодиака Телец, я приветствую вас. Второй прогноз. Узнай будущее. Что будет меняться и что изменит вас? Второй прогноз на декаду, на 10 дней с 20 февраля и до конца месяца. Давайте узнаем подсказки карт. И самое главное, останемся реалистами. В эти 10 дней, ну, чуть даже меньше у нас получается. Хотя надо сказать, что со 2 марта будет ретроградная Венера, и где-то эти энергии, которые мы переживаем в конце февраля, они нам, если при правильном взаимодействии с окружающим миром, ну и с окружающими тоже, всеми событиями, которые приходят на наш порог, они нам как раз и позволяют выработать новую стратегию, тактику. Это как генеральная, может быть, репетиция для себя, сделать некоторые выводы для того, чтобы пойти дальше. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды по традиции. Первая — это у нас колода Ленорман. Что же будет меняться? Или какие будут перемены и в каких областях жизни? Может быть, скорее всего, вы тут что-то будете анализировать или передумывать, адаптировать. С чем это может быть связано? Но какие еще изменения могут происходить? Какие смены ваших шаблонов, я бы так скорее сказала, потому что мы спрашиваем, что происходит или что меняется. Астрологически ничего не меняется, жизнь идет своим чередом. Все движется по тем законам природы, как и прежде, или все то, что запущено механизмами ранее, или какие-то изменения тоже в обстоятельствах, может быть, и в какой-то более на глобальном уровне обстановки в мире, может быть, и так. Мы это тоже на это не влияем, и не замедлим, и не ускорим, но от нашего восприятия будет зависеть наше качество жизни. В конечном итоге можно свести к двум задачам этого периода. Первое — аналитика. Причем аналитика — это всегда связано с холодной головой. Время задавать вопросы, почему это произошло именно со мной, или в чем я допустила ошибку. Имеется в виду ваши приложенные ранее усилия, и куда нужно было эти усилия приложить, или в каком формате, чтобы по максимуму я мог использовать или могла использовать какую-то обстановку. Вы здесь можете как себя за что-то поблагодарить, а с другой стороны, вы можете здесь проанализировать и внести коррективы. И второй момент. Вот, пожалуй, в эти дни самое время начать вырабатывать, если вы прежде этим не занимались, своеобразный стойкий иммунитет к токсичным людям, как мы говорим, или к особенностям психологического восприятия, к чужим неврозам, к чужим истерикам, мои дорогие. Это самое время научиться встречать и провожать. Давайте назовем эту стратегию таким образом. Потому что мы встречаем разных людей, и некоторых следует тут же провожать. Но это не секрет, а некоторые могут задержаться в нашей жизни подольше. Но вот это беспристрастный взгляд в конечном итоге сохраняет нам силы, энергию, нервы, и мы понимаем, что мы стали сильнее. Следующая карта неожиданности этого периода. В чем ваша сила? По основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, может быть, как оформление документов или обучение для кого-то, энергия денег до конца февраля, что для вас? Энергия личной жизни и карта совет. Этот период еще у нас характеризуется тем, что Марс у нас в стационарном движении. Нам может казаться, что жизнь на паузе. Венера, которая тоже замедляется, поскольку 2 числа она будет в ретро-движении. Если мы говорим преломление реальности, что это такое? Преломление — это искажение. И в первую очередь искажение нашего восприятия. Поэтому давайте дважды будем реалистами. Это, иными словами, когда нам кажется, или именно потому, что мы так воспринимаем. А у вас тут, правда, все ключи в ваших руках. И, видимо, вот эта аналитика, она вам совершенно необходима. Проанализировать именно какой-то прежний путь дает нам возможность стационарный Марс, потому что мы куда-то не торопимся. Но в последующем будет много в 2025 году тех моментов, когда ускоряться нам придется. И ну, где-то в течение, возможно, середина, конец марта и уже ближе туда, в апрель, там придется какую-то активность для вас и проявлять. Но, скорее всего, какие вот ключи в ваших руках? С чем вы
Будете готовы взаимодействовать, а кого вы проводите или что вы будете провожать из своей жизни. Какую стратегию, тактику нет смысла продолжать, потому что она уже не является стратегией на длительный период, не принесет прибыли, может быть, буквально, мои дорогие. Все же этой карте у нас соответствует десятка бубен. Помним, бубны– это деньги. Поэтому здесь могут проходить вопросы, как и обучение, каким образом к вам приходят деньги или каким образом я готов зарабатывать. Здесь может проиграться еще такой момент, как через отношения, может быть, нерешенные финансовые вопросы прежде, или какая-то ошибочная ваша тактика в отношении денег. Но астрологически я должна сказать, что продуктивен этот период будет, если определенная доля ваших усилий будет направлена на сохранение денег. В этот период с 20 февраля и до конца месяца вряд ли мы можем что-то ускорить, мои дорогие. Но вот поиск этих ключей, новых ключей по работе или взаимоотношений для того, чтобы решить какую-то застаревшую ситуацию или для себя наметить уже планы на будущее. Даже несмотря на то, что до конца февраля нам может показаться, что мы порядком подзастряли, и сам по себе период такой вязко, мутный, непонятный, но тем не менее текущие дела мы можем привести в порядок путем анализа, куда мы прикладывали усилия прежде. Давайте посмотрим, и через это проходят изменения. Действительно, новую концепцию построения финансовых доходов, откуда к вам приходят деньги, к примеру, если мы говорим из разных источников, рассмотреть то, что и в жизнь наша сейчас меняется, разные валюты, может быть, изучение криптовалют в таком серьезном формате, не в плане, да, трейдинга какого-то или быстрого обогащения. Нет, вот ни разу они о каком риске нам карты не говорят. И помните, легкие деньги опасны. Мы люди, мы тут что-то не просчитаем, а уже все где-то просчитано. Поэтому вряд ли тут какой-то реванш для нас обернется триумфом. Скорее всего, нам нужно подумать, чтобы не было проигрыша. Вот об этом говорят карты. И как и сохраняем, так и себе новую стратегию, тактику через изучение чего-то нового. Может быть, как изучение финансовой грамотности, потому что, ну, я допускаю, что кто-то владеет ею, но далеко не мы все, потому что новые технологии, они меняются едва ли не каждый день, и они нас заставляют идти в ногу со временем. Мы можем их отрицать, относиться к этому как угодно, но тем не менее мы с вами живем в этой реальности. Принять, по сути дела, новую реальность задача и себя адаптировать к ней, найти, иными словами, ключи к решению финансовых вопросов. Вот такие задачи. Вот что-то будет меняться по финансам, мои дорогие. Может быть, карты и говорят, изучай, каким образом можно зарабатывать деньги, и тогда ты увеличишь свой доход. Вот это в центре вашего внимания. И добрый период, кстати, в неспешных энергиях для себя что-то и просчитывать. Что же будет меняться еще? Поэтому концепция денег может меняться, мои дорогие. Ваше окружение, ваше общение. Это карта сад. Аллегория того, что мы будем сталкиваться с разными людьми. Может быть, расширение ваших связей, расширение вашего социума, но в таких более спокойных энергиях, когда вы больше где-то фильтруете ближайшее окружение и далекое. Может быть, где-то это будет проигрываться с тем, что как раз для вас будут приходить, к примеру, подсказки, и стационарный Марс, он искажает реальность или преломляет ее. Мы можем столкнуться, к примеру, с разными личностями. И самое время выработать стойкий иммунитет к чужим неврозам, особенностям психологического восприятия. Мы не можем изменить людей, но выработать такую тактику, как встретить и проводить. И кого-то мы будем встречать и оставлять в нашей жизни, но а кого-то мы, возможно, будем встречать и провожать. Или избавляться от тех контактов, ну или, по крайней мере, не застревать в них, которые не могут служить нашему прогрессу. Поэтому будьте готовы по карте сад и фильтровать ближнее и дальнее окружение, или какое продолжение у вас следует, или с кем вы намереваться будете дальше оставить продолжение отношений, а с кем вы, может быть, захотите это завершить или сделаете правильные выводы. Но общения в этот период у вас будет более чем достаточно. Но мы не относимся предвзято к людям по этой карте. Мы как раз идем вперед. Нам это тогда будет помогать. Чем больше общения, тем больше каких-то ключей будет в ваших руках, мои дорогие тельцы. Что же еще?
Но правда, по аркану змея — это, безусловно, мудрость. И год у нас в змеи нас призывает и к терпению, и к выдержке, и правильному анализу ситуации. Не делай скоропалительных выводов. И здесь может быть, как, опять же, искаженное наше восприятие где-то тоже. Мы можем передумать в отношении некоторых личностей, наши прежние отношения к ним, и перестроить тут свою тактику. Безусловно, змея, она наблюдает. И где-то карта говорит: наблюдай. Значит, я могу предположить, будут такие моменты, когда вам захочется быстрее со всем разобраться. И тем не менее, нас карта останавливает и говорит, какие-то могут быть и в последующем перемены. Не время себе навредить, проявив эмоции, кстати, об этом тоже. Но и прими во внимание, что человек, может быть, ну, как будто затаился. Он тоже за тобой наблюдает. Поэтому некоторая смена вашего отношения, вашего мировосприятия к тому, что происходит вокруг вас, вам принесет правильные выводы, и в последующем вы это сможете переложить на новую совершенно тактику. Открыть, иными словами, те двери, которые вы теперь, может быть, не видите, или вам кажется, что они для вас, перед вами закрыты, или какой-то вопрос вы не можете решить. Здесь ведь, по сути дела, поиск этих самых ключей, поиск каких-то возможностей через контакты, через правильное восприятие, через правильное отношение. И есть еще тот пункт, который вам нужно, ну, для себя прояснить или изучить. Пока действительно может казаться, что тысячи неопределенностей, но самое время усиливать свои позиции, но никаким образом их не ослаблять, мои дорогие тельцы. Неожиданности. Ну вот еще одна карта обучения и сдачи экзамена. И это не есть какая-то неожиданность сама по себе. По тройке пентаклей это проходит, ну, у кого-то и буквально экзамен может быть, или сдаете, может быть, прошли курсы, и вы сдаете зачеты, экзамены для того, чтобы получить какой-то сертификат. Иными словами, любое знание не проходит бесследно. В последующем вы можете это переложить на практику. И для вас это будет означать какой-то прорыв, может быть, по части денег, финансов. Все то, что я говорила по аркану книга. Причем эти перемены не такие резкие, ломающие. По тройке пентаклей это мы сами идем вперед. Это мы где-то готовы к тому или готовим себя к тому, что в предыдущий период мы уже столкнулись с некоторым периодом ограничений или каких-то внезапностей. И теперь жизнь нам может, с одной стороны, устроить экзамен, или карта напоминает, чтобы не повторилась какая-то прежняя история. Тебе сейчас может тоже повторить пространство, ну, как проверку на прочность, выдержишь или нет по части финансов, насколько ты готов меняться, насколько ты готов, телец, воспринимать новую реальность, насколько ты гибок. Карта змея нам об этом тоже говорит. И от этого будет зависеть твое благополучие и конкретный материальный эквивалент, денежный эквивалент. Что же вам помогает? Лояльность к миру, добрые эмоции, хорошее настроение будет в этот период, мои дорогие. Для кого-то это могут быть подарки, признание в любви, может быть, у кого-то знакомство с новым человеком. И тогда тоже не бежим впереди паровоза, делаем правильные выводы, что-то подмечаем, будем хитрее, хотя у кого-то может проиграться страстная любовь. Это я тоже допускаю. Но если страстная любовь, ну что ж, прекрасно. Но это не значит, что мы сразу строим какие-то грандиозные планы. Период конца февраля. Никаких планов грандиозных тут не построишь, потому что в последующем на март, на апрель еще будет смена событий, смена энергии. Здесь что-то мы можем и отказаться, к примеру, от чего-либо, но и открыться новые перспективы тоже могут. Можете и вы что-то уже не захотеть. Поэтому не забегаем вперед. Самый главный принцип — пройти этот период спокойно. Вы умеете дружить, в этом ваша сила. К тому, что вы умеете вдохновлять, мои дорогие тельцы, ну и сами умеете вдохновиться. И где-то легки на подъем. Вот этот вот момент, он вам тоже определенно помогает. Дела, работа, бизнес. Ну, что тут скажешь? Девятка пентаклей. Надейтесь сами на себя от начала до конца. И карта уже прогнозирует получение денег в этот период. Да, деньги есть, деньги будут. Но здесь, может быть, подумать о том, чтобы инвестировать в себя, мои дорогие тельцы, или ваше дело, ваше личное творчество.
может быть, какой-то бизнес-проект, и делать это придется в одиночку. Рассчитывать на самого себя. Может быть, поэтому карты и говорят, что впереди тебя ждут перемены. Но для тебя, словно этот период конца февраля, своеобразная подготовка. Даже ты, если начнешь вот холодной головой анализировать прежний период, или что у тебя, что тебя застало врасплох, или что у тебя произошло внезапно, когда ты действительно чего-то не ожидал. И это касается вопросов денег, или откуда они к вам приходят, или построения вашей карьеры, может быть так. Важно идти в ногу со временем, мои дорогие. И я должна сказать позитивный момент, когда 28 февраля новолуние в рыбах. И здесь больше оптимизма. Хотим общаться. И какая-то пауза у нас уже заканчивается. По крайней мере, наше внутреннее восприятие, оно будет готово к общению, мои дорогие. Но это только 28-го. Вот смена идет энергетики, потому что новолуние – это всегда новые планы. Но до этого числа себя сохранять, сохранять свои финансы. И, повторюсь, надеяться на самого себя. Финансы, да, перемены будут. Все то, что я говорила, долгий период времени. По аркану колесницы тут могут быть как и рост вашей популярности, построение карьеры, может быть, для кого-то буквально переезд, продажа, купля жилья или вообще концепция дома, вашего места пребывания, для кого-то работа из любой точки мира. Скорее всего, вам по деньгам придется тут что-то обустраивать, перестраивать или рассматривать взаимодействие с другими людьми. Может прийти как новая форма сотрудничества, мои дорогие тельцы, и себя перестроить вот на этот новый лад, как подготовка до конца февраля. А впереди уже перемены. И по аркану колесницы это старший аркан. Это не есть на вот этот период, буквально который состоит из нескольких дней. Не на ближайшее будущее. Старший аркан говорит вам, ну это будет длиться как минимум 3 недели, где-то захватом марта месяца. И эти перемены в последующем вы за что-то себе можете сказать, как и спасибо, если вы вовремя сориентировались. Или карта еще говорит, если упустишь время, то потом его не наверстаешь. Поэтому держите руку на пульсе. Принять то, что не будет все как прежде. Будут вот, эти перемены, и они инициированы отнюдь не вами, а именно какой-то обстановкой или внешними событиями. Ваша задача – найти свой фарватер. Личная жизнь. Ух ты, а что-то интересное у вас тут такое, мои дорогие тельцы. Напишите мне в комментариях. Но опять же, вряд ли вы напишите, почему. Потому что это может быть какая-то только прелюдия. Вы можете, действительно, кто-то поедет туда, куда прежде не собирался. Или собирались в одно место, поедете в другое. У вас две карты скорости. Будут перемены в личной жизни, будут финансовые стратегии, тактики. Но, понятно, деньги к нам откуда-то приходят, поэтому вопросы работы здесь тоже будут задействованы. Или где вы трудитесь, в каком сегменте, может быть, рынка. Или на каком предприятии. Вот здесь не будет мелочей. И действительно, это обе карты скорости, когда мы не должны упустить буквально время, удобный шанс, случай, от чего-то отказаться. Адаптироваться к чему-то придется, к людям разным, к разному общению, к разному мировосприятию, к тому, что мы можем встретить людей совершенно разных. Поэтому, как я уже говорила, кому-то мы будем встречать и оставлять в нашей жизни, но будут идти неизбежно, когда, усиливая собственные позиции, мы не захотим продолжать то общение или выработаем стойкий иммунитет к тем людям, которые пытаются нас эмоционально разрушить. Вы знаете, вам нельзя будет поддаваться эмоциям, мои дорогие тельцы, как минимум, как и до конца февраля, так еще и в марте, и я вам еще скажу, еще и в апреле. Что же вам будет помогать? Да. Неожиданный для меня расклад. Еще один старший аркан. Страшный суд. Суд, кстати, не страшный. Это избавление от боли, избавление от страданий. Все встанет на свои места. Но, безусловно, мы все разные. И один готов вот этот путь или работу над собой провести, а другой скажет, да нет, ничего я не хочу, пусть все будет так, как есть, а перемены все равно будут. Нам придется где-то в них участвовать в той или иной мере. Но это время, когда мы подводим итоги. И, пожалуй, все то, что я долго говорила до этой карты, эта карта подтверждает. Тебе отсюда только вперед. Новая концепция жизни, новое качество жизни ты можешь построить, но для этого тебе необходимо
идти в ногу со временем. Это совершенно необходимо, потому что что-то будет завершаться. И значит, кого-то провожать мы будем тоже неизбежно. Может быть, сами. Может быть, утратим к чему-то интерес, если мы говорим дела, работа, бизнес, какие-то документы. Мы можем изменить вообще какое-то как жизненно важное направление. Мы можем что-то передумать на 180 градусов. Но это добрых энергий карта. И поэтому не говорите никогда никогда. Возможно, придется заниматься тем, что вы пока еще смотрите расклад на последующий период жизни, вы даже не планируете или вы чего-то не предполагаете. И ваша задача держать руку на пульсе и принимать все новое, что приходит в вашу жизнь. Принимать даже тех людей, которые могут казаться странными или, может быть, не очень хочется с ними общаться. Тогда наметьте себе, что я хочу проститься с этим человеком, но пока не активизируйте какие-то вопросы. В этом ваша сила, потому что тут буквально нам ангел трубит о возрождении. Вы пройдете путем или тем фарватером, и где-то карты вам это предлагают, судьбы, и будете идти по ситуации. И тогда это будет наиболее правильная стратегия и тактика. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.